меня распирает от этого, от нетерпения посмотреть, что это за рандонавтика, что это за херня? Вы, кстати, на последней серии Зомби Чеза там уже видео 500 000 набрало. Неужели вам настолько это... Неужели вам настолько интересно всякие вот эти вот мистика? Вам вообще интересно, нет? Вот эти вот страшилки всякие. Блин, у нас, кстати, под каким-то роликом, под старым, разгорелся там, я зашел, там несколько тысяч комментариев, там начали, есть бабайка, нет бабайки, там кто что видел, я вас тогда спросил, я охренел, вы там понаписали. Если это хотя бы половина правды, я вообще больше на улицу не выйду. Так и, подожди, а и дома страшно сидеть. Там такое понарассказывали. Одеяло там у кого-то летало, еще что-то, вы с ума сошли? Я же это читаю все. Фу-фу-фу. Так, Зомби Чес, колокольчик, подписчик, тоже не забывай подписываться. И напомню всем то, что самый лучший мерч, самая лучшая одежда в магазине hardplaystyle.ru, наш фирменная одежда Hardstyle. Так что заходите, ребятки, там цены хорошие, вот. И я так думаю, я вам разошлю скоро. Всем подписчикам канала придет сообщение с промокодом. Я так думаю, вот я пока в Сочи буду, я вам промокодик уже отправлю. Ну, если там 1015 сейчас лайков наберете, я вам... И давай на 20% на все сделаю скидон. Ай, ну давай, как говорится, да. Да, потому что там шарфы, там всякие шапки, перчатки. Сейчас, кстати, новые, сейчас скоро перчатки придут. Угу. Так, 10 самых страшных видео приложения. Что за приложение? Рандонавтика. Давай, все, сейчас нам расскажет зомби. Этих страшных видео... Просто, знаешь, есть кто боксом занимается? Просто прикинь, идешь, оборачиваешься и прям... Да! От испуга, блядь. Испугались, обосрался. Этих страшных видеороликов, связанных с приложением Рандонавтика, что за приложение? Достаточно, да такие, которые дико меня испугали. Пользователи этого приложения отправляются в путешествие по случайным координатам, и нередко в конце пути можно оказаться в жутких местах, или могут даже ждать неприятные сюрпризы. Напишите в комментариях под этим видео, кто уже испробовал данное приложение, и что вы странного обнаружили. И у нас 10 самых... Ну, у нас что, реально вражки есть это приложение? Оно реально есть, прикинь. Что-то, мне кажется, какой-то разводняк. страшных видео из рандонавтики. Слушай, подобная тема что-то, по-моему, была. Не, это не реклама. Видео было снято... Это, помните, была какая-то херня? Ты типа... Это вообще олдовая тема, на самом деле. Ты типа по координатам куда-то едешь. Как они, квесты или как... На тачках-то раньше эта тема была. Что-то приезжаешь, какой-то, блядь, ребус отгадываешь. Отгадал ребус, потом куда-то едешь. Алды по-любому вспомнят. Эту канитель уже была это. От первого лица парнем, который хотел показать странное место, к которому привело приложение Рандонавтика. Видео начинается... Я понял, короче, там ставится точка, и тебе туда надо прийти и что-то типа найти. Ночной дозор, вот как игра называлась. Ночной дозор, точно. Яндекс закладки это называется. Дядя Петя, ты дурак. Со съемок заброшенного здания. Автор постоянно оглядывается вокруг себя, повсюду разбросанный по земле мусор и разрушенные стены здания. Когда парень заходит за угол здания, мы можем заметить жуткое гуманоидное создание, свернувшееся в углу калачиком. Кто-то сам себе сидит, ребра нижние удалил. Ну вот нахера мешать? Так все хорошо шло.
Сгорбившееся и обнаженное существо агрессивно нападает, бежит прямо на автора. Кадр обрывается, когда он в панике начинает бежать. К сожалению, об этом видео в рандонавтике очень мало информации. Я не знаю, где это снимать. Голум? Ты нормально? Нет, ты, говорит, что там делаешь? Саня, ёпт. И кто вообще снимал. Это заставило многих зрителей предположить, что видео является постановочным. Да это Другие постанова, думают, просто что какой-то лысый это наркоман. бездомный, который хочет отпугнуть оператора. Что вы думаете, постанова, бомж или что-то гораздо более зловещее? Это постановочный бомж Валера. Следующее жуткое видео из рандонавтики было загружено пользователем по имени Кейли. Девушка со своей компанией оказалась перед жутким странным моментом. Группа на машине остановилась на обочине. Ребята Да не, ну первое вообще, типа, ну обычный тип сидит какой-нибудь отмороженный или торч, даже не удивлюсь. Спасибо за подписки. оглядываются на двух мужчин, Снарки. идущих по дороге. А, слышь, реально, на этого похож из Сталкера, помнишь? Кто в Сталкера играл? На Снорка похож, реально. Объекты идут медленно, но ничего необычного вроде как не происходит. Однако, вскоре становится очевидная причина паники ребят. Видеокамера заднего хода автомобиля показывает, что сзади этих мужчин нет, только дорога позади. Объекты на камере автомобиля просто-напросто исчезли, хотя вживую они есть. Как такое может Да это Рафлан завезли 100%, просто чуваки сделали запись на экране и как-то вывели, и типа да это очень, ну я не думаю, что это сложно сделать. Я не скажу, что просто, но кто в электронике более-менее шарит, я думаю, это быть? можно Что сделать. скажете? Пишите в комментариях. Тем более картинка не статичная. Типа она на месте стоит. И типы не идут. Заснятый ролик средь белого дня Не группой верю. друзей через приложение Рандонавтика попало недавно в интернет. Это видео не похоже на другие страшные ролики из Рандонавтики. В месте, которое обнаружили по координатам приложения, располагались беспорядочно разбросанные открытые гробы, а также другие загадочные предметы. Оператор открывает один из гробов и замечает, что крышка обшита большими шипами. Гроб похож на классическое орудие пыток в средневековье. Это не может не Каменная, пугать. железная дева. На первый взгляд, безобидный столик Кстати, сейчас как раз мы Demon Souls с тобой проходим на плойке 5 на игровом канале. Таких же, помнишь, мы вот буквально, когда мы вчера их открывали, таких же каменные девы, оттуда типа эти вываливаются жмуры. поблизости, но если его отрегулировать, то стол также становится чем-то схожим с другим средневековым орудием пыток. И еще не менее важное, на земле разбросаны странные веревки. Это означает, что кого-то здесь недавно держали. БДСМ Как пати? думаете, это обычная инсталляция или действительно в этом месте происходит что-то страшное? Не знаю, мне кажется, обычная тусовка неформалов. Некоторые из самых страшных видеороликов рандонавтики содержат события слишком странные, чтобы быть фейком. Так обстоит дело с этим пугающим видео, размещенным в сети, в котором рассказывается об странном событии, произошедшем с двумя девушками. Все началось с того, что двух девушек приложение направило в сторону моста, недалеко от их местоположения. И чё? Когда они прибывают в пункт назначения, одна Из самых мистических я только вижу, что им голубь насрал на стекло. Вот это я вижу. из девушек получает анонимное сообщение с вопросом, настоящие ли они. Остается неясным, как девушка получила текст. Некоторые зрители предположили, что возможно это было через Минус открытый почта. на телефоне Bluetooth или через настройку местоположения. Кто-то отследил их через приложение и выслал на номер такое сообщение. Посмотрев перед собой на мост, девушки замечают то же самое, что было написано в личном сообщении, присланное анонимно. Are you real? And we decided to come back to check it out. And it just says real. 10 тысяч лайков и уже воткнули? За 40 минут? Я не пойму, вы что захотели? На крайнем стриме перед поездкой рекорды, что ли, бить? Спасибо. Красава. Другие считают, Да, ребят, кто вот сюда вот жмет, поделиться хотя бы на время стрима, поделиться и в социалке кидает, тот вообще просто, я не знаю, святой человек хотя бы на время стрима. Спасибо. что это какая-то шутка или просто тебя. совпадение, случайность. Кто-то следит за этими Ну, девушками. просто какой-нибудь дурак в Некоторые кустах сидит пользователи и... считают, что приложение Рандонавтика может быть проклято. Подожди, а Это объяснило А бы как- все а как он странные узнал пугающие номер? события людей с этим приложением.
Эти тиктокеры проследовали по координатам в место, куда привело приложение Рандонавтика. Пара на видео объясняет, что приложение сначала привело их в старый заброшенный монастырь, примерно в часе езды от города. Позже они попадают на красивое жуткое кладбище. Затем они решают снять в тикток танец, прости господи, когда Вот они, бля. Вот, пожалуйста. Вот. Вот, пожалуйста. Как вы это прокомментируете? девушка, изображенная на видео, начинает танцевать, оператор замечает что-то странное. Заметив странные фигуры прямо за ее спиной, не зная, что именно они видят, то, что на первый взгляд кажется необычной конструкцией или статуей, вскоре превращается в нечто совершенно иное. В кругу собралась группа людей, все стояли с прижатыми головами друг к другу. Стоя по кругу, они проводят какой-то жуткий ритуал или обряд, не двигаются и не разговаривают. Девушка и парень по понятным причинам обеспокоены увиденным и не решаются подойти поближе. Прикинь, подошел тоже такой башкой в столб уперся, за руки всех взял, говоришь. Можно я с вами просто постою? Прикинь, это так работает. Прикинь, просто реально подошел, в столб уперся и стоишь. Или в дерево какое-нибудь. Мимо народ проходит, тоже кто-нибудь это. Просто даже все подходят и стоят. Никто ничего не спрашивает. Какие наркотики, братиш? Ясно. Это серия страшных видеороликов из Такое. рандонавтики. Еще в Москве не такое можно увидеть. Вон поедешь в эту белокаменную. Ага. Вон там стоят. На светофорах залипают. Опубликованная пользователем по имени Тейлор, служит поучительной историей, удерживая любопытных от опасностей данного приложения. Жуткие рисунки девушка нашла в первом месте, куда привело приложение – местность у ручья. Ну, это реально как квесты, типа, они сделали. Просто какие-то конченые наводят шороху вокруг какого-то места, рисуют какие-то, блядь, рисунки, я не знаю, еще что-то делают. То есть я не вижу здесь ничего мистического. Ну, наверное, крипово, конечно. В реале давайте будем реалистами. Ну, криповая тема. Жутко, но казалось бы, ничего такого. Тейлор особо не испугана, пока она не находит еще десятки детских жестоких рисунков. Явно шокированная девушка находится в постоянной готовности убежать из этого безлюдного места. Видео заканчивается шорохом поблизости, заставляя Тейлор бежать. Вскоре девушка решается вернуться к этому же ручью на следующий день. На этот раз она осматривает местность, Да чтобы ну убедиться, нахер. что вокруг никого нет. Девушка вновь приковывает все свое внимание к осмотру жутких детских рисунков и Союз смеха. За вас, пацаны. даже не замечает голос маленького ребенка поблизости. Как? Как, блядь, можно не заметить голос маленького ребенка поблизости? Ты чё, мать, я не пойму? Как это можно вообще не узнать? 11 тысяч, спасибо. Можно заметить фигуру призрака ребенка. Не, ну объективно можно реально обосраться. Ну, реально можно обосраться. Ребят, я вам честно говорю, я постоянно сейчас думаю об одном. Это вот когда я пойду сейчас снимать заброшки и всякие мистические места, я реально, ну, я прекрасно сам понимаю, что можно просто, ну, не то чтобы очкануть, а... Ну, вы просто представьте. Ну, вот ты реально вот приходишь и просто какая-то вот нештатная ситуация. Ну, вот что бы вы сделали? Ну, вот ты приходишь и, ну, дальше что бы вы сделали? Потому что, ну, конечно, дома там под чай, под кофе смотреть прикольно такие видосы. Но вот вы представьте, вот я сейчас, допустим, пойду снимать, и не дай бог что-то, я не знаю, ну просто вот, ну не дай бог что-то, особенно в мистических местах вылезет. Но это же просто, это сердце лопнет. И там не то, что испугаешься, там, ну, это конец просто. Я не знаю, я бы с ума сошел. Ноги в руки, ну я не представляю, как бы я бежал. Причем это все вот сейчас предстоит. И знаете, есть места,
Я не понимаю одной вещи. Они настолько популярны среди местных жителей. Я вот сейчас начал, да, копаться вот в истории, во всем. Мы начали сейчас там всякие архивные эти бумажки поднимать. То есть узнаем про место и более уже углубленно начинаем про него копать. Ну, спойлерить не буду вам видосы. Ходить я буду по этим заброшкам сам. И вы понимаете, то есть я не могу понять, почему нигде не говорят про эти места. И меня вот это вот реально напрягает. То есть меня прям конкретно это напрягает, потому что там такие вещи творятся. Понимаете, то есть, допустим, я вам так скажу, есть Бездонное озеро. Вот кто знал про него? Я не знал. Бездонное озеро в городе Зеленоград, ну, под Зеленоградом. Казалось бы, Зеленоград, Москва. Есть реально рядом с ним озеро, вот блюдце ровное, у которого нет дна. Его не могут дно до сих пор прощупать. То есть начинают какой-то, ну, измерительные приборы опускать, и постоянно он опускается, 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 опускается. И типа оттуда то какие-то останки кораблей всплывают, то еще какая-то херня. Это Москва! Это 40 километров от Москвы. Вы вообще вот представьте. Вы представляете, немножечко, вот, допустим, куда-то отъехать. Это же вообще забейте. Вот мы поедем по таким местам. Я очень хочу вам это все дело, ребят, показать, рассказать. Причем я ничего придумывать не буду. Мы реально возьмем вот местных жителей, спросим у них, может быть, каких-нибудь бабулек, то есть, что они видели, что они знают. Потому что, ну, это реально прям... Ну, это крипово. В Твери есть такие места, под Питером. Короче, мест на самом деле огромное количество, где там всяких... у нас вот Долина Смерти не так далеко, вот где... между Солнечногорском и Клином, вот прям вообще рядом со мной. Там, типа, когда туман, очень многие видят то, что солдаты там дорогу перебегают со времен Великой Отечественной войны. Прям, типа, через отбойник перелезают. Ну, вы представляете такое увидеть? Это же просто забей. Хорошо видно лицо, выглядывающее Поэтому из-за угла и крепоты очень смотрящее много. прямо в камеру. Явно эти рисунки связаны с призраком этого ребенка. Также в этом районе была найдена доска для спиритических сеансов и нож у ручья. Уверенная, что в этом месте происходит что-то опасное, Тейлор А что такое спиритический вообще сеанс? Это типа когда вызывают дух умершего или что это такое? Напишите, пожалуйста. Мне реально интересно, что это такое, ребят? Как вы думаете? заявляет, что не вернется к ручью после всего, что она видела. Как вы думаете, что происходит в этой серии видео? Некоторые зрители предположили, что все мероприятия являются постановочным, однако другие считают, что рисунки выглядят слишком старыми и выцвевшими, чтобы их можно было использовать в постанове. Да нет, застарить Куча может с жуткими что звуками угодно. и загадочным призрачным лицом делает это приключение приложения рандонавтики очень жутким. Интересно, почему приложение привело Тейлора в это странное место? Размещенное Интересно, видео в как оно сети работает. через приложение Рандонавтика является на 99% фейком, но до чертиков жуткое и пугающее. Автор видео Хейли объясняет, что приложение привело ее в лесистую глушь. Она Вы хотите сказать, люди реально ездят одни по этому приложению? Вы серьезно? То есть люди ездят по вот этому приложению в Соляново и ждут, подождите, а кто эти координаты дает? Типа никто не знает об этом? поворачивает камеру, и на секунду можно заметить страшное темное лицо девушки из-за дерева. Она переходит через мост, чтобы Ну ты прикинь просто вот эту херню какую-нибудь заметить. Не, я понимаю, что, но все-таки. исследовать лес дальше. Вдали можно увидеть жуткую фигуру в длинном черном платье, переходящую тропу. Хейли явно напугана Да не, от ну это увиденного постанова и начинает 100%. возвращаться обратно к выходу. Камера трясется, думаете, ребят, девушка постанова? убегает. В мгновение Блядь. страшная призрачная фигура прыгает в камеру. Вот я же знал, что сейчас это будет, и все равно вот крипово смотрится. Ну реально крипово. Видео обрывается. Клип, очевидно, продуман Да и не, ну прописан. постанова, Тем конечно, не менее, постанова. получился довольно жутким. Блогер по имени Эрик отправляется на поиски места по Постанова координатам, высланным %, но, приложением. конечно, круто. Было указано, что место действительно жуткое. Это утверждение оказалось действительностью. Они оказываются на длинной грунтовой дороге с множественным количеством различных знаков, надписей и зловещих кукол. Если верить переводчику Google, то надпись при входе гласит:
Это принадлежит опасной ведьме, которая все время следит за вами. Заборы украшают жуткие поломанные куклы, некоторые из них сожжены. Чтобы Минус собрать сердце. такое количество кукол, потребовалось Я бы знаю, много ребят, что челлендж времени и пройдет, я знаю. настойчивости. Я В в конце курсе. дороги блогер находит 3 Я попозже самодельных скажу. манекена в старой одежде. Чуть дальше по тропе они находят старую хижину, которая больше похожа на место, где можно держать кого-то в заточении. Когда ребята замечают кого-то вдалеке, они начинают убегать, так до конца и не исследовав данную местность. Не, ну может туда Аманда такие и же ее типы друзья приехали. хотят убедиться, насколько правда, что рандонавтика является мистическим приложением. Они решили записать на листочке бумаги то, что хотят увидеть в месте, в которое их отправляет приложение, и не озвучивают это, так как, возможно, приложение их может прослушивать. Они сосредотачиваются в поиске радуги, потому Блять, я понял, как это возможно. Слушай, ну если приложуха, типа, может прослушивать, но опять же, как? Хм. Интересно. что думают, этот объект будет последним, что возможно вообще найти. Ребята ошиблись. По приезду на точку по координатам они тут же начинают кричать от удивления и страха. Это разноцветный радужный забор. Вскоре прямо над этим домом появилась настоящая радуга. Это может быть простым совпадением или действительно в этом приложении присутствует мистика. Пользователь ТикТока по имени Линда использует приложение Рандонавтика для поиска жуткого места. Координаты приводят к реке, где стоит поблизости автобусная Охренеть. остановка. Группа друзей находит грязный брезент, по виду только выкопанный из-под земли. Под брезентом лежит маленький черный мешок, внутри которого они находят лопату и предмет, покрытый красной субстанцией. Ребята незамедлительно Найс. вызывают полицию. Офицеры проверяют это место и собирают улики. Судя по дальнейшей реакции девушки, полиция что-то обнаружила, но что именно, информация для всех нас конфиденциальна. Если вы хотите, чтобы я лично на себе опробовал Охренеть, просто это вообще, это жесть, это какой-то... Не, ну, типа, с полицией, там, тем более в Штатах, мне кажется, очень сложно договориться будет. Поэтому, ну, такое себе. Такое себе, это... Не знаю, странно. Слушайте, чтоб не зарекаться, в принципе... Мне просто интересно, вот у нас есть, давайте я прям вот просто в прямом эфире. Как оно правильно называется? Рандонавтика? Мне... Причем... Нет, здесь вот оно одно, самое верхнее. Мне просто интересно, допустим, у нас есть это? Или это только вообще в Штатах? Может, тоже пройтись? Как ты думаешь? М? Может, попробовать? Испытать нервишки-то, а? Хм. Вот прям при вас скачал. А, русский, реально, представляешь, есть. Тут всего несколько стран. Deutsch, England, Испания, Франция, Индонезия, Италия. Аномалии. Ну что, попробуем? М? Короче, здесь регаться надо. Слушайте, ну окей, ладно, окей. Бля, не знаю, браться за это, хватит у меня духа. Ну давай попробуем. Давай попробуем, ладно. Короче, давай полтос все-таки, ну 50 тысяч лайков.
на этом видео. И мы сходим на хотя бы на одну точку, которая вот будет где-то в пределах Московской области. Мы съездим туда. Как раз у нас все оборудование, камеры есть, все есть. Окей. Давайте. Хорошо, я готов. Я готов себя испытать. Давай попробуем. Но это будет, мне кажется, очень жестко. Блин, или 100 тысяч сделать. Не, ладно. Ладно, пусть 50 будет, я сам хочу попробовать. Короче, 50 колосей и врываюсь. Я вам серьезно говорю, сразу в Сочи приезжаем, вот вторник, среда, я сразу еду снимать. Как раз заброшки снимем и вот эту канитель. Все, забились.